Удар по репетиции парада в Москве. Глава украинского офиса президента постит картинку Зеленского на фоне горящей Красной площади. Атакует ли центр российской столицы? Литва вводит ограничения для россиян и белорусов, за что готовы лишить вида на жительство. Удар по Крымскому мосту. В Украине признают, переправа стала сложной целью, но называют способ, которым могут воспользоваться для атаки. Что это и как дроны долетели до Мурманска? Москва обратилась к Зеленскому, а он записал ответ для Кремля. Какие предложения сторон? Схватка между Киевом и Будапештом и скандал в Германии. В немецкой полиции сотни экстремистов и сторонников теории заговора. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с законодательных изменений в Литве, которые касаются россиян. Накануне там вступили в силу дополнительные ограничения. Те, кто проживает на территории этой страны и в течение 3 месяцев без объективных причин более 1 раза ездил в Россию или же Беларусь, потеряют вид на жительство. Исключения предусмотрены для водителей грузовиков и перевозчиков, следующих транзитом через эти страны, а также для тех, у кого поездки обусловлены объективными причинами, не зависящими от них. Интересно, но по данным Департамента миграции на 1 апреля 2025 года в стране насчитывали практически 15 тысяч россиян с ВНЖ. Новый закон, принятый Сеймом под громким названием об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины, закручивает гайки. Никаких шенгенских или национальных виз для граждан России и Беларуси, если только МИД Литвы не даст зеленый свет. Заявления на временное проживание от россиян также не принимают. Опять же, могут сделать исключение только для тех, у кого уже есть шенгенская или национальная виза. Вид на жительство в Литве или другой стране ЕС. Если россияне или белорусы въезжают в Литву не через границу ЕС, то им придется пройти проверку на угрозу нацбезопасности. Кроме того, запрещено ни ввозить, ни вывозить украинскую гривну, сельхозпродукцию, а также корма из России или Беларуси. Россия смогла выстроить отличную оборону Крымского моста. Поразить его в начале войны было намного легче, чем сейчас. Это признают украинские военные. Они также говорят, далее цитата, «Ни один катер или вертолет не стоит целого моста». В то же время не отказались от планов по уничтожению этой переправы и считают, что для того, чтобы разъединить материковую часть России с полуостровом, необходим комбинированный удар. Неужели кто-то думает, глядя на их линии обороны на суше, что такой стратегически важный объект останется уязвимым? По первому желанию Крымский мост повредить никак не удастся. Попытки были и не одна. Лучший вариант – это комбинированная атака с привлечением баллистики. Напомню, что в апреле командующий военно-морскими силами Украины Алексей Ниишпапа признал, что мост – сложная цель, но заявил, что нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Это была цитата. Он также напомнил, что мост – законная цель ВСУ, но для того, чтобы спецоперация была успешной, необходима информационная тишина, а не разглашение военных планов. Пока же по мосту не летит, но долетают дроны до дальних точек России. Минобороны страны заявляют, что накануне дважды с разницей в несколько часов были уничтожены ударные беспилотники, внимание, в Мурманской области, по прямой от Украины практически 2000 километров. Что думаете о таком пролете и дальности? Напишите свои мысли в комментариях. Удар по Красной площади во время парада остается одной из главных тем для обсуждения как в Украине, так и в России и не утихает. Буквально несколько часов назад глава украинского офиса президента, правая рука Зеленского, Ермак, запостил в своем телеграме картинку харьковского художника, который работает в стиле пиксель-арт. На изображении горящая Красная площадь, на фоне Зеленский и ударные БПЛА в небе. Подпись «Этот день мы приближали как могли». Ермак подписал эту картинку, хорошо нарисовал. Публикация появилась после того, как несколькими часами ранее Зеленский заявил, что не рекомендовал бы зарубежным лидерам ехать в Москву. Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая. Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги, и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас.
На заявление молниеносно отреагировали Медведев и Захарова. Первый пригрозил, что если что-то подобное произойдет, то для Украины не наступит 10 мая, а Захарова назвала слова Зеленского угрозой террориста. Ровно поэтому в одном интервью главарь Банковой отверг и перемирие, предложенное президентом России на дни, связанные с праздничными мероприятиями по случаю победы в Великой Отечественной войне, и недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 мая в Москву. Украина отвергла перемирие Путина. Таких заголовков вчера было также уйма. Они появились после того, как Зеленский заявил, что 3 дня тишины на фронте, которые предложил Путин, ничего не решают. Если и идти на перемирие, то 30-дневное. После этого заявления Кремль обратился к Зеленскому. Песков сказал, что Путин ждет четкого ответа. Если же этого не произойдет, то Москва будет считать такое поведение следующим. Давайте послушаем. Неготовность режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм. И победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом праздником для них, судя по всему, не является. Уже поздно вечером Зеленский вновь ответил в видеообращении. Готов к перемирию, к немедленному, хоть с 4 мая, но ждет ответа от России, которую призвал остановить войну. В то же время мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам, к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток. Это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги. Россия должна останавливать войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы. В то же время военные эксперты продолжают обсуждать удар по центру Москвы, но не 9 мая, а накануне, по репетиции парада. Не считаю необходимым бить именно 9 мая, как многие бы хотели, если бы у нас была такая возможность. Говорят, что есть большие проблемы в системе противовоздушной обороны Москвы, которую перед этим парадом как раз установили. Мне бы очень хотелось, чтобы наше главное управление разведки получило данные этого отчета. И это не стратегия Украины бить туда, где много людей. Но вы знаете, есть 8 мая. Перед парадом проводят так называемую генеральную репетицию. Честно, если бы удалось ударить по той технике, которая будет на генеральной репетиции, это было бы просто прекрасно. Вижу, что в комментариях люди с абсолютно полярными точками зрения, и все же интересно мнение каждого, без оскорблений, стоит ли ожидать каких-то глобальных событий 7, 8 и 9 мая. Пишите под этим видео, а я пока расскажу о еще одном скандале. Новая политическая схватка между Киевом и Будапештом. Зеленский заявил, что тактика премьера Орбана не является выигрышной, и Украину не стоит втягивать во внутриполитическую борьбу этой страны ЕС на фоне грядущих выборов 2026 года. Кроме того, в Киеве заявили, что позиция Орбана относительно вступления Украины идет вразрез с общественным мнением. Зеленский упомянул опрос венгерской оппозиции, согласно которому более половины населения не против того, чтобы Украина стала членом ЕС. Вскоре из Венгрии прилетел ответ. Зеленскому посоветовали подбирать тон. Президенту Украины нужно смириться с мыслью о том, что у каждого венгра есть право высказываться по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС. Потому что ситуация все-таки такова. Эта Украина хочет присоединиться к интеграции, частью которой являемся мы, а не наоборот. Так что и тон в Киеве следовало бы выбирать соответственно. Скандал в немецкой полиции. Около 200 сотрудников под подозрением в правом экстремизме. По всей стране ведутся расследования и дисциплинарные дела против как минимум 193 полицейских, которых подозревают не только в правых экстремистских взглядах, но еще и в связях с теориями заговора. Такие данные публикует немецкое издание Stern, которое получило ответ от Министерств внутренних дел 16 федеральных земель. Но это только вершина айсберга. На самом деле таких случаев может быть значительно больше, ведь, к примеру, Северный Рейн-Вестфалия, Берлин и Мекленбург, Передняя Померания не смогли предоставить точных актуальных данных. С 2020 года таких расследований в Германии уже более 570, и это при том, что 4 региона вообще не ведут полноценную статистику. Сколько радикалов скрывается под полицейской формой, не ясно, но министры внутренних дел не скрывают обеспокоенности и грозят увольнением. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.